Всем привет! Сейчас я вам расскажу, что происходит с маской Звездного Лорда. Да, я очень долго ее делал, где-то полгода уже, но по правде я просто на нее забил и оставил пылиться в углу, а потом решил все-таки ее доделать, потому что уже некрасиво как-то получалось. Мне нужно было ждать светодиодную ленту с Китая. Я ее не мог купить в магазине, потому что она слишком дорого стоила для того, чтобы ее резать и приклеивать отдельные светодиоды к оргстеклу по бокам. А китайская, она очень хорошо подходит, потому что сделана без всяких излишеств, типа оболочек, защищающих от воды, и остального такого технологического новшества. Поэтому я ждал сначала белую светодиодную ленту, думал, как ее туда приклеить. Потом, когда я ее приклеил, оказалось, что она недостаточно красно светит, и мне пришлось заказывать красную светодиодную ленту. И пока я ее ждал, вот она пришла где-то недели 3 назад только. И я начал думать, как ее туда приделать. В итоге я сделал совершенно так же, и получилось очень хороший, такой насыщенный красный свет. Я не хотел делать маску точь-в-точь как в фильме, потому что это было бы немножко скучно для меня. Я в каждую маску добавляю своих каких-то новшеств, которые именно я хочу добавлять. Да ничего я не добавляю. Но эту маску хотелось сделать именно в каком-то комиксном стиле, поэтому она отдаленно напоминает маску из фильма, и есть какие-то элементы, которые из комиксов в нее пришли. То есть это что-то среднее между комиксным Звездным Лордом и фильмовским Звездным Лордом. Такие вещи, как красная подсветка, я сохранил прямиком из фильма и сделал даже там сзади сеточку такую же. Насчет вот этих дырок, я не стал их закрывать какими-то черными материалами и не буду это делать, потому что считаю, что это будет здорово, когда светится красным вот глаза, и здесь вот эти вот 8 отверстий тоже светятся красным. Это выглядит так здорово. Насчет боковин могу сказать, что приклеил мягкую такую штуковину по всему контуру, чтобы при трении маска не обцарапывала краску. Внутри сделана крона, она совершенно не мешает, потому что вот эта часть очень сильно выдается вперед. И я хочу сделать переключатель, который можно было бы лицом как-то переключать или языком, но это будет слишком пошловато, поэтому я, наверное, оставлю так. Все-таки у него в маске светодиоды были постоянно включены. Хотя можно и сделать, чтобы они включались именно когда ты захочешь. И может быть глаза будут уставать от этих светодиодов, поэтому можно сделать так, чтобы они включались иногда, да? То есть ты такой раз поворачиваешься, тебя фотоют, и ты такой и включаешь светодиоды, и все такие вау. Да ладно. Соединения сделаны у меня на резинках широких, чтобы можно было ее расшиперить и надеть на голову. Она надевается очень жестко и неудобно, но зато носится очень комфортно, потому что она прилегает к голове очень плотно и держится очень хорошо. И в ней можно бегать, крутиться и прыгать, что является неотъемлемой частью приключений Звездного Лорда. И сейчас я надену эту маску и покажу вам, как она сидит на голове. Поехали! Мы берем маску. Сначала я отгинаю вот эту сзади штуку, надеваю ее на затылок. Дальше вот эти раскрываю и надеваю маску себе на лицо. Глаза у меня как раз посередине. У меня тут очень все хорошо. Голос мой слышно? Наверное, слышно. Включается подсветка. Там у меня контакты на кроне прикреплены. В общем, глаза светятся очень сильно красным. Камера передает это очень красно, потому что действительно цвет яркий. И сейчас я выключу свет. Сейчас еще верхний свет выключу. Пам-пам. Смотрите. Вот эти штуки подсвечиваются, да? Да, сетку видно. И мне кажется, это круто. Я не знаю, мне очень нравится эта маска. И в принципе я доволен. И честно, не зря я ждал месяц, чтобы мне пришла именно красная светодиодная лента.
Сейчас я сниму маску и... Ну, снимается она тоже довольно просто. Расскажу о материалах. Когда я ее обработал полностью, да, то есть я ее покрывал многочисленными слоями шпатлевки и шкурил ее. Когда я очень много раз это обработал, я покрыл акриловым грунтом. И затем красил краской акриловой полностью, акриловой краской металлик. Для того, чтобы придать этой маске металлический цвет и металлический блеск. Всякие разные оттенки металлов, типа золота, там бронза. Вот. Я не знаю, вам показывать нет вот это все, потому что, ну, покупайте акрил деко, потому что я им покрасил и вроде норм получилось. Да берите любой акрил и красьте, потому что, в принципе, они сильно не будут отличаться. Они отличаются по консистенции. Вот этот, например, более жидкий. К вопросу о том, как красить, я рассказывал, вот, когда делал вот эту маску. Именно надо делать много слоев акрила, чтобы акрил не просвечивал белый цвет. Ну и вот видите, тут плотный цвет, прям очень плотный цвет, и он очень плотно лег. И после покрытия лаком, видите, свет как отражается, прям очень красиво, сочно, и мне очень это нравится. Вот. Надо будет купить матовый лак, покрою, сделаю вот здесь эти штуки мягкие. И это все я расскажу, наверное, в следующем выпуске, что происходит, а отдельно следующее, 4-е видео про Звездного Лорда я делать уже не стану. Ну, потому что, по сути, все уже сделано. Всем спасибо, пока, увидимся в следующих роликах.